Приветствую, друзья! Зима закончилась, а значит пришло время точить лопату и ехать на новые поиски. Сегодня я выбрал место на холмах с перелесками, рядом с ручьем. По моим прикидкам, здесь издавна должны были жить люди. Значит, и находки точно будут. Вот уже какой-то первый сигнал. Как обычно, волнительный момент. Что же это у нас такое? Похоже, я впечатлен. Классика. Хорошая примета для начала поисков. Забыл поздороваться. Всем привет. Будем сейчас копать, как всегда, в надежде найти золото. Ну или что-нибудь историческое интересное. А, гляньте-ка. Какие-то кирпичи, я смотрю, под деревом довольно много. И в целом здесь много сигналов. Угу. Угу. Ого. Кто-то выбросил моток хорошей проволоки. А ведь такая вещь в любом хозяйстве может пригодиться. Верно? Фактически, по пути к основному месту поиска, я наткнулся на эту точку и решил здесь тоже проверить сигналы. Шансы найти что-то хорошее всегда не нулевые. О. Хочется верить, что это как раз тот самый случай. Хотя подозрения, конечно, есть. Наверное, вы спрашиваете себя, зачем он копает такой маленькой неудобной лопатой? И вы будете правы. Но вопрос понятный, так же как и ответ. Лопата помещается в рюкзак. Поэтому по дороге к месту я не привлеку внимания любопытных глаз. Ну что ж, снова промах. Сигнал 92 часто дают монеты из меди или из серебра высокой пробы. Конечно, это может быть и крышка от консервной банки, но тогда сигнал был бы большим, протяженным и немножко хриплым. Ну, это, конечно, на Деусе. Каждый раз, найдя что-нибудь посерьезнее, чем пробка, радуюсь как ребенок. Ничего не могу с собой поделать. Глядите-ка, у нас тут монета, кажется. Но в этом видео постараюсь быть немного сдержанней. О! Интересно, что это у нас такое? Вау! На вес как-то слишком легкая. Но белая. О! Олени. Встреча с братьями меньшими всегда поднимает настроение. Слушайте, это злотый. Конечно, не золотой, даже не серебряный, алюминиевый. Но 77-го года. Я еще таких не находил. Прикольно. На новом месте я всегда хожу довольно быстро и довольно быстро машу катушкой. Это для того, чтобы определить, много ли в земле железа, какого она размера, часто ли попадается. Если много мелких сигналов, это уже неплохой признак. Возможно, здесь что-то было раньше, жили люди или вели хозяйственную деятельность. Но когда сигналов много, самое трудное это, наверное, принять решение, копать очередной сигнал или нет. Не. И далеко не факт, что это решение было правильно.
Вполне возможно, у плохого сигнала был хороший источник. Ох. Донышко от батарейки. Шел себе перелесками, а на очередной поляне, глядите. Че это там такое? Откуда ни возьмись. Свежераспаханная земля или песок? Интересненько. Вблизи оказалось, что это не слишком похоже на распаханное поле. Уж слишком много на нем кирпича, железа и каких-то посторонних предметов. Интересненько. Возможно, сюда привезли эту землю с мест застройки, то есть сгребали то, что осталось после старых домов, и везли сюда, а может и нет. О. Зато отсюда видно горы, а я решил немного покопать все-таки. Хотя казалось, что я тут не первый. Косули явно меня опередили. Много железных сигналов. Я бы сказал, сигналов не просто много, а катастрофически много. Так что снова встает извечный вопрос кладоискателя. Копать или не копать? Вот в чем вопрос. Почти как у Шекспира. С другой стороны, если копать все эти сигналы, то времени уйдет больше, чем у Шекспира ушло бы на написание своей пьесы о принце датском. Вам могло показаться, что только что был хороший сигнал, но мне в наушниках было намного лучше слышно. Нет, к сожалению. Это была какая-то ерунда. Но надежда что-то найти до последнего меня не оставляла. Ведь должно что-то быть в таких отвалах. И действительно, через минуту я услышал неплохой сигнальчик. Хотя вряд ли вам его слышно, ветер настолько сильный, что забивает все звуки. Но может не все. Маленький и совсем не глубокий сигнал 90. Ёп. Он был на поверхности практически, я так понял. Наверное, я мог бы заметить эту монетку глазами. Но не заметил. Ага. На 50 грошей похоже. О, 50 грошей. 65-го года. Ну ладно. Что мы еще ожидали здесь найти? Золото, что ли? Кстати, по дороге на место я вот заметил вот это прекрасное поле, но на нем не смог копать, потому как хозяин мне не давал своего разрешения. Ну, хотя бы на планер полюбовался. Смотрите, какая смелая птичка. Боится летать в такой ветер, капец. Почти 80 км в час скорость. Ладно, тут мы еще успеем порыться. А там, вон, пока все не заросло травой, надо проверить бы тот холмик вдоль речки.
Речка оказалась ручьем, так что форсировать его было просто. О, поднялся на другой берег. Смотрите-ка здесь, что у нас. Остатки какой-то колючей проволоки натянуты по деревьям, но уже все попадали, видимо, уже забор-то не актуальный, судя по тому, в каком он состоянии. А здесь у меня был сигнальчик. Вот такой вот. Вот она. О! Еще одни польские грошики. Только теперь 10 грошей. Что-то номинал все время падает. Не к добру это все. Как вы думаете, если все, что осталось от забора, это колючая проволока, лежащая на земле, значит ли это, что хозяина уже нет, и можно спокойно входить и проводить поиски? Ветер такой сильный, что обломал много веток с омелой. Ого! Чё это там за сирена ревет? Похоже очень. Капец какой-то. Аж птицы разлетелись. Может, эта сигнализация сработала? От того, что я проник на какую-то запретную территорию. Ну, похоже же. Жуткие ощущения. Слушай, мне кажется, вон там это плодовые деревья, яблони. Это какой-то старый заросший сад. Вот что это похоже. И у меня здесь сигнал, между прочим, хороший. О! 92, 93. Вообще отличный. Но как тут удержаться и не перешагнуть забор, когда такие хорошие сигналы лежат бесхозные? Шучу, конечно. Всегда изучайте территорию и проверяйте, можно ли на ней проводить поиски или нет. Хо. А вон тем ребятам плевать, что на заборы, что на правила. Бегают где хотят. А мне тут приходится мучиться с этой саперкой. И если после извлечения из ямки сигнал становится лучше, шансы на хорошую находку существенно растут. О! Монета! Слышите, реально монета. Каюсь, не удержался и снова радовался как ребенок. Ну сами же видите, монетка же медная. О, это что-то старенькое. Ну, монета-то монета, разобрать на ней очень сложно что-то. Кажется, выкопали мы какалик, хотя вот какие-то намеки есть на что-то. Судя по размерам и толщине, больше всего это похоже на австрийский крейцер 18 века. Вот там я нашел ту монету, прошел метров 5, и гляньте, что у нас здесь. Вот это да! А у нас здесь фундамент. Гляньте-ка, вот это да! Отлично. Угу. Погреб, наверное. Вообще, видимо, дом был старый, но потом его достраивали, перестраивали. Потому как, гляньте, старый кирпич внутри, а снаружи обложен газоблоками. О, гляньте, какая здесь, какое клеймо на кирпиче. Ух ты! Вау! А это вообще на дымоход похоже, нет? Что это у нас там такое? Бутылька.
Кто-то еще и бутылку туда запихал. На этих петлях когда-то висела дверь. А это какой-то довольно странный дымоход. Может и нет, не знаю. Но насчет сада вроде я не ошибся. Вон, видите, все в старых яблонях. Выкопал я какую-то загогулину с отличным сигналом. Похоже на держатель для градусника, но может я и ошибаюсь. Кто-нибудь из вас мечтал в детстве найти камень с древними загадочными письменами? Я вот точно мечтал, и наконец-то мечта сбылась. Пусть это просто клеймо на кирпиче, но когда вот так очищаешь его от старого мха, мурашки бегут по спине. Тайна. В саду, конечно, мусорка страшная. Здесь вот рядом с домом сигнальчик, ничего такой. Хотя похуже. Сигнал был 68-70. Похуже, но я решил копать, потому как он был четкий. Вообще, во время поиска нужно доверять своей интуиции. Прибор, конечно, показывает сигналы, но решение принимает голова владельца прибора. Вот я и решил копать. Как будто их два. Нет. Если начинает быть заметным фонарик пинпоинтера, значит уже прилично стемнело. А из кустов, кажется, кто-то все время следит за мной. Это здесь. Блин, глубже. Тут-то ничего нет. Иногда намного удобнее копать вот таким ножом-лопатой. Особенно если в земле много корней и камней. Оказалось результативно. Но я в сумерках не сразу заметил монетку и продолжил проверять металлоискателем. О! Ого! Там монета, друзья мои, но она... Ой. Кто это? Охотники бы сразу подсказали, что так кричит фазан. Но я не охотник, я собиратель. Слушайте, здоровая монета. Я таких тут еще не находил. О, интересненько. Друзья, что это такое вообще? Слушайте, это вообще монета? Здоровая какая. Ну, вроде даже год есть, наверное, значит монета. А что за монета такая? 69-й год, кажется, 62-й. Темнеет уже. А, ёкала монета, 10 злотых. Не знал, что такие были. Но она не алюминиевая, она какая-то... Мельхиор, что ли? 10 злотых, обалдеть. Хе-хе. Кажется, это от сифона. Гляньте, что тут лежит. О. Вы собирали когда-нибудь грецкие орехи весной? Нет? Ну, я вообще-то тоже. Орешки. Вот это класс. Да, вот это находка, не то что эти ваши мифические монеты. Реальная ж польза, а? Ну, сами посудите, ну это ж круто, блин. Еда.
бесплатная, да еще качественная. Слушайте, лето прошло, а я опять на этом же самом месте продолжаю копать. На пару часиков заехал, потому что мне такое чувство, что в прошлый раз что-то я не докопал. Было что-то интересное. Намечалось. Сейчас посмотрим. Забора нет, хозяина тоже, значит место бесхозное. Ну, какой сигнал мощный. Что-то тут есть. Это что ли? А, нет. А. Так, но это не монета, это у нас какая-то шестеренка. Но медная, судя по сигналу. А здесь хороший сигнал. 92, 93. Где-то здесь. Сигнал достаточно хороший, чтобы его игнорировать, поэтому я и решил выкопать. Надеюсь, в этот раз старался не зря. И как видите, после того, как я выкопал, сигнал стал еще лучше, а это уже хороший признак. Медный сигнал. От такого сердце всегда ёкает. О, я понимаю, почему сигнал был хороший. С отверстием предмет. Похоже, сердце ёкало напрасно. Похоже на ухо от котелка, да? Или от ведра? Ничего. Зато осень радует своими дарами. Да, урожайный год на яблочке. Ух ты ж, все усыпано просто. А вот и очередная находка. Ложечка. Кто копает, тот знает, какой хороший сигнал у таких ложек. И странноватые железные сигналы тоже иногда копаю. Изредка найденный предмет может оказаться стоящим. Похоже на старый ножик, так? Точно. Смотрите, как иногда бывает. Копнешь, отвернешь комок земли, а там уже лежит монетка. Ого. Ждет. Ну, опять куда-то там смотрит. Да, монетка здесь попалась у нас. Похоже, на этот раз старый знакомый. Снова алюминий. Не прошло и полгода. Ну что это у нас 10 грошей 61-го года. Алюминий. Ну берем. Как же. Ха. Не сигнал из этой яблони. Тут нету. А тут какой-то сигнал. Чё себе. Что там может быть? Ну клад, конечно, что же еще? Видите что-нибудь? Это мне не видно. О. А нет, что-то лежит там. Ё-моё. Вот тут-то я удивился. Помните находку, найденную почти в начале этого видео? Эх. Практически точно такая же. Ну, загадка. Откуда она тут взялась? Что там оказалось? Как оказалось, наверное, копатель закинул. Ну, это неплохой сигнальчик. Сигнал 8990. Такие я всегда копаю, особенно если они такие четкие, как в этом случае. К счастью, на этом месте не так много пробок, иначе мне каждый раз пришлось бы задумываться, копать или не копать. Ведь эти сигналы очень похожи. О, здесь. Ха! Слушайте, у нас тут монета похожа.
похоже на старую монетку, да? Я бы сказал, монетка не просто старая, а давно уже перешедшая в иной мир и неплохо там обустроившаяся. Возможно, эта россыпь зеленых от мха кирпичей когда-то была печкой. И рядом с ней сигнальчик. Тут 50 на 50, повезет, нет? Не очень сигнал, ну ладно уж. Раз начали копать. Ах. Вообще-то 50 на 50 это очень хорошая статистика. Обычно все намного хуже, скажем так, 90 к 10. И 90 это мусор, само собой. О! О! Конечно, большинство алюминиевых монет тоже можно причислить к мусору. Но на безрыбье и рак рыба. Ясненько. Ю! При виде этой находки я все же не удержался от радостных восклицаний. Прошу отнестись к этому с пониманием. Ведь я так долго искал что-нибудь интересное. И, наконец, похоже, нашел. Обычно в такие моменты фантазия начинает скакать галопом, и воображение рисует невероятные находки. Может, это медаль или редкий знак. В такие моменты забываешь о тоннах выкопанного мусора и пройденных километрах. И просто радуешься находке. Ну что это у нас такое? Тут красный крест какой-то. Может, тут что-то с медициной? Вот это да, какой-то значок. Ребят, мне кажется, это неплохая находка, как считаете? Что-то интересненькое, а? Друзья, возможно, лучшей находкой в этом походе были дары природы. Ну и сама природа, конечно. С другой стороны, найденный в конце знак почетного донора говорит о том, что когда-то здесь жил человек, который не пожалел собственной крови, чтобы помогать местной медицине. Хорошим, стало быть, был человеком. Жил здесь, любовался горами и даже представить себе не мог, что однажды я найду его потерявшийся значок. Спасибо и вам, что досмотрели это видео до конца. Скоро увидимся.